Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Юлия, и в этом видео я хочу представить вам свой новый мастер-класс по вязанию вот такого вот чуда. Думаю, это всем знакомая игрушка, это Спанч Боб. Вяжется он не очень легко, не быстро. Вяжется-то легко, просто у него очень много маленьких деталей, которые пришиваются, глазки пришивные, носик, зубки. Все пришивное, но мне кажется, оно того стоит. По крайней мере, результат это очень радует деток. Всем, кому понравился такой Спанч Боб, оставайтесь вместе со мной и приятного вам вязания. Это видео будет разделено на 3 части. В первой мы с вами свяжем основу, во второй мы свяжем ручки, ножки, глазки и мелкие детали, а в третьей части уже будет сборка. Каждый раз после выхода новой части я буду выставлять предыдущую ссылку под видео, чтобы вам было удобнее. А если кому-то неудобно, когда так много частей, пишите об этом в комментарии, я буду удлинять немножко свои видео. Но мне кажется, видео на примерно час 40 минут слишком тяжеловато, поэтому стараюсь их разделять. Так, ну что ж, приступим к самому вязанию. Для вязания основной части Спанч Боба мы будем использовать 3 цвета. Это идет у нас коричневый на штанишки, беленький на рубашечку и желтый уже само туловище. Получается, будем вязать. Для начала свяжем 2 части вот таких. Это у нас передняя часть и, соответственно, вторая часть это будет спинка. Вот начинаем коричневым цветом. Таких надо нам именно 2 детали. Начинаем коричневым цветом. Набираем 35 воздушных петель. Крючок я использую 2 миллиметра. Так, набираем 35 петель. 4. Делаем еще одну петлю подъема. И во вторую петлю от крючка, вот это у нас первая, это петля подъема, во вторую мы вяжем столбик без накида. И так до конца ряда вяжем столбики. Общее количество должно получиться 35. Довязали ряд до конца. Теперь делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем наше вязание и снова вяжем также столбики без накида до конца ряда. В самый первый столбик делаем самую первую петлю и так до конца ряда. В общем, коричневой пряжей мы вяжем 8 рядов. Вот их легко посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядов вяжется коричневой пряжей. Последний столбик мы не довязываем до конца, оставляем, потому что будем присоединять ниточку другого цвета. Закончили вязать коричневой пряжей. Последний столбик мы провязываем, не довязывая, и присоединяем белую ниточку. Коричневую можно отрезать, она нам в этой детали больше не понадобится. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и точно так же вяжем по 35 столбиков без накида, снова 8 рядов. Как доходим до конца каждого ряда, перед тем как развернуться на другую сторону, мы делаем воздушную петлю подъема для того, чтобы край был ровный. Так вяжем еще 8 рядов белого цвета. Также в последнем ряду мы не довязываем последний столбик, потому что будем присоединять нитку желтого цвета, чтобы переход получился вот здесь ровный. Поэтому мы не довязываем столбик. Довязываем белым цветом, присоединяем нить желтого цвета в последний столбик. Белую ниточку обрезаем, она нам больше на этой детали не понадобится. Делаем воздушную петлю, снова разворачиваем вязание
И в первый столбик вяжем столбик без накида. И так до конца ряда 35 столбиков без накида у нас в ряду получается. Общее количество рядов желтого цвета получается 32. Довязали желтым цветом 32 ряда. В общем, получается у нас 8 рядов на коричневым, 8 рядов белым цветом и 32 ряда желтым цветом. Это идут передняя и задняя часть от Спанч Боба. Все, ниточку мы обрезаем желтого цвета, она больше в этой детали не нужна. Отставляем в сторону. Теперь будем вязать боковые части, нижнюю и верхнюю. Начнем с нижней. Для этого набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь во вторую от крючка петлю мы вяжем столбик без накида. И дальше в каждую петлю провязываем также по столбику без накида до конца ряда. В общем у нас получается 9 столбиков. Так, последний, 9. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и также следующий ряд вяжем 9 столбиков без накида. Доходим до конца ряда и опять делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Получается, в общем, нам надо провязать коричневым цветом 35 рядов по 9 столбиков без накида. И это будет нижняя часть нашей игрушки. Связали нижнюю коричневую часть. Нам будет вот так присоединяться. Теперь вяжем верхнюю. Для этого берем ниточку желтого цвета. И так же, как и коричневую, набираем 10 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Со второй петли от крючка вяжем столбики без накида. Так, второй столбик, третий, четвертый, 5, 6, 7, 8 и последний в этом ряду 9 столбик. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и также снова вяжем 9 столбиков без накида. Воздушная петля и снова следующий ряд. Рядов должно же, как и коричневой пряжи, должно получиться 35 по 9 столбиков без накида. Так, провязали почти все части, переднюю и заднюю, переднюю и заднюю часть. Верхнюю часть связали, нижнюю. Теперь вяжем 2 боковушки, 2 части. Их вяжем точно так же, как и переднюю часть и заднюю, только набираем просто 9 воздушных петель плюс 1 воздушная петля подъема. Получается, здесь по ширине идет 9 столбиков без накида. Также вяжем коричневым цветом 8 рядов, белым цветом 8 рядов и 32 ряда вяжем желтым цветом. То есть точно такого же размера, как наша полочка. Я потом эти детальки слегка отпариваю для того, чтобы они не закручивались. Так будет удобнее пришивать. Вот такие все части должны быть готовы для основного туловища. Их пока убираем в сторону. И сейчас продолжим вязание с ножек.